Друзья, всем привет! Вы на канале фитнес-тренеров-близнецов. Ни за что не догадаетесь, что сегодня за день. Вот есть день рождения, Новый год, 23 февраля, 8 марта, а сегодня день прокачки мышц живота. Тоже праздник! Тоже праздник, потому что я подготовила для вас не просто эффективные упражнения на мышцы живота, но интересные упражнения. Я всегда на своих групповых и индивидуальных тренировках даю интересные упражнения, чтобы тренировка пролетала незаметно. Эти упражнения, которые тебя ждут, ты можешь выполнять дома самостоятельно, используя такое интересное оборудование, как кровать, то есть не вставая с кровати. И это не шутка, а на полном серьезе. Эти упражнения гораздо эффективнее выполнять на кровати, чем на полу. В конце тренировки я скажу, почему так происходит. И еще тебя ждут упражнения на мышцы живота с оборудованием, которое ты можешь выполнять в зале. Мне уже не терпится начать. Ну что, вы со мной? Друзья, и для нашего первого упражнения нам понадобится либо платформа BOSU, которая у меня за спиной, если вы работаете в зале, либо кровать. Вы садитесь рядом с платформой BOSU, либо на кровать. И ровная спина. С ровной спиной мы сделали вдох. На выдох подкрутили таз, опустились на кровать только до нижнего уровня лопаток. На BOSU полностью сделали вдох, раскрыли грудную клетку и на выдох вернулись в исходное положение. Обязательно вытягивайте позвоночек вверх. И еще подкрутили таз на вдох, копчик в себя. Выдох, опустились на кровати только до нижнего уровня лопаток, не полностью. На BOSU полностью ложитесь на оборудование и на выдох усилия. Это упражнение, классическое упражнение, вот классика жанра, прям классика жанра, классические скручивания, полное поднятие корпуса. Очень хорошо прорабатываются мышцы живота, давайте еще несколько раз. Напоминаю, что на кровати вы выполняете более интенсивный, более эффективный вариант, когда опускаетесь не полностью, а только до нижнего уровня лопаток. Вот так это выглядит на кровати примерно. И поднимаетесь на выдох, удерживая живот несколько секунд в тонусе. А сейчас вы посмотрите вариант более сложный с платформой BOSU. Друзья, если вы хотите очень эффективно прокачать мышцы живота, почувствовать жжение в мышцах с первого повторения, тогда вы садитесь на платформу BOSU, ну немножечко пониже, не совсем в центр, чуть-чуть пониже. И также делаете вдох, на выдох с плавной круглой поясницей опускаетесь, удерживая живот постоянно в тонусе. На вдох вы раскрываете грудной отдел. И на усилие вы делаете выдох. Прекрасное упражнение, давайте повторим. Выдох, вдох и выдох. И чуть-чуть пониже будет еще более эффективно. А в конце я скажу, в чем же секрет этих упражнений выполнения на кровати и на платформе BOSU. Почему они эффективнее, вот это полное поднятие корпуса, эффективнее, чем выполнять на полу. Вдох и выдох. Молодцы, друзья. А сейчас мы переходим к этому же упражнению, только на другом оборудовании. И еще один вариант исполнения полного поднятия корпуса на фитболе. Мы сели на мяч также с ровной спиной в центр мяча, стопы плотно в пол. На вдох мы подкручиваем таз, на выдох опускаемся. Здесь делаем вдох, удерживаем живот в хорошем тонусе и на выдох возвращаемся. И снова на выдох. Здесь удерживаем живот в тонусе, делаем вдох и на выдох. Здесь, как и в случае с кроватью, если вы работаете на кровати, как вы видите, я полностью не ложусь на мяч. Это позволяет удерживать живот в максимальном напряжении. И еще когда мы делаем круг руками, то есть руки поднимаются выше,
Это еще больше усиливает нагрузку на мышцы живота. Вдох и выдох, возвращаемся. В этом упражнении следите, чтобы колено было в проекции стопы, не выходило за стопу, и спина была буквой «С». Наши нижние мышцы живота как будто вдавливаются в верхние мышцы живота, и еще вся передняя стенка живота прижимается к спине. Вдох и выдох. Молодцы, замечательно. Хочу, чтобы вы попробовали все варианты этих упражнений, если у вас есть такая возможность. Если у вас нет возможности заниматься в зале, я порекомендую сделать это полное поднятие корпуса сначала на полу, сидя на коврике на полу, а затем сделать на кровати и поделитесь в комментариях своими ощущениями. А я уверена, вы почувствуете разницу, что на кровати более эффективно прорабатываются мышцы живота. А почему? Сейчас я раскрою вам этот секрет. Мои хорошие, а теперь я раскрываю секрет, почему же это упражнение, полное поднятие корпуса, лучше всего выполнять либо на кровати, если вы работаете дома, а не на полу, либо на таких нестабильных поверхностях, как фитбол и платформа Bosu. Все дело в том, что мы не делаем рывка при выполнении этого упражнения. Нам легче опуститься на кровать, на мяч, либо на платформу Bosu, чем на пол с мягкой плавной спиной. И тем самым вся нагрузка идет на мышцы живота. Мышцы живота отлично прорабатываются. А рывок уменьшают эту нагрузку на мышцы живота и помогают, когда мы делаем рывок, нам помогают мышцы спины. А правильно вытягивать мышцы спины немножечко в этом упражнении, и подключать больше мышцы живота. Вот такой вот небольшой совет. Хочу, чтобы в комментариях вы написали мне свои ощущения. Кстати, по рекомендациям, сколько повторений нужно делать. Вы можете выполнять это упражнение в 3, в 4, даже в 3-4 подхода по примерно 24-32 повторения. Потому что мышца живота, прямая мышца живота, это очень сильная мышца, и ее можно достаточно хорошо нагружать, мои хорошие. В комментариях напишите, согласны ли вы с моим мнением, что на полу менее эффективно это упражнение, а на кровати оно более эффективное, и напишите в комментариях свои ощущения и свое мнение. На сегодня наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, как всегда. Всех обнимаю, вас люблю, целую. Пока-пока и до новых встреч.